Всем привет! Итак, наконец-то вышел патч 0.29, все мы его ждали. И также мы ждем хотфиксов некоторых. В этом ролике вкратце пройдусь по патчу, по самым основным нововведениям. Начнем с самого главного, это геймплей. Бонусные броски портала. Порталы теперь получают модификаторы. Эти модификаторы могут быть хорошими и плохими, и игроки могут использовать фишки портальных модификаций. Вот они. Вот подходим к данжу, тут видим много разных модификаторов. И из пати один человек ролит на всех общий. Также эти чипы можно получить из обычных данжей и из престиж данжей. То есть играете обычный данж, получаете чипы и идете ролить в престиже. Ну или покупаем их тут в магазине и сразу идем в престиж. Тут уже каждый сам решает для себя, как ему лучше. И идем далее. И нам добавили новое подземелье аномалия. Цитирую: в далеком будущем что-то пошло не так. Наше новое футуристическое подземелье представляет собой смесь различных локаций, как будто само время было разделено. Ну и вот, собственно, новый данж. Мы его, конечно же, прошли. Понравился мне данж. Да, данж прикольный, что-то новенькое всегда нравится. Как видите, тут смесь прям всех данжей. В общем, один раз пробежали, глянули что да как и идем далее. Новая механика квеста. И добавили новый игровой контент. Это темный тотем. Он оживит ближайших убитых врагов во время битвы. Вот этот тотем, и он оживляет мобов. Далее. Треснувшие песочные часы, которые появляются в нашей метавселенной, теперь останутся в метавселенной в течение 60 минут после появления, даже если вы покинете метавселенную и вернетесь. Это должно предотвратить потерю их из отключения от сервера или какой-либо другой проблемы. Это прям супер для тех, кто фармит токены земель, так как часто были эти проблемы с крашем сервера и часы попросту пропадали. За это ставим жирный лайкос. Далее, игроки теперь могут стать возле портала выхода из пройденного подземелья и пропускать оставшееся время таймера. Наконец-то не придется ждать и тратить время на часах. Это честно раздражало всех. Теперь просто подходим к порталу всей пачкой и данж закрывается. Далее баланс. Смотрите, тут у нас много баланса на разные навыки. Всех перечислять я, конечно же, не буду, только остановлюсь на самых основных. Изменили дроны хиллера. Теперь 3 дрона не могут одновременно хилять одну цель. Даже если вы стоите возле друг друга, будет получать исцеление только от одного дрона. Тайм-ауты, платы за повторный вход в портал уменьшены до 120 секунд, чтобы люди не ролили данжи. Мне это наведение, конечно же, не нравится. Так же, как и пати-портал, почему бы не сделать один вид порталов, где можно переключать между пати или сингл-порталы. Это бы облегчило игру всем, а то приходится каждый раз пересобирать пати. Надеюсь, меня услышат разрабы, и в будущем увидим один вид порталов на оплату. Увеличили сложность мобов выше 45 уровня. Песочные часы больше не потребляют время вне данжа, только в данжах. То есть можно не снимать, когда бегаем по миру. Супер нововведение, за это тоже лайкос. Далее, Chain Heal дальность увеличена, но максимальное расстояние, на котором Chain Heal отскакивает от целей, уменьшено. Также они изменили Ninja Grip, теперь расстояние его зависит от уровня улучшения, то есть теперь нам нужно брать его в 10, если хотим далеко прыгать. Далее переходим к изменению игровой экономики. Для разборки треснутых часов теперь потребуется таймварден такой же редкости или выше, как и треснувшие часы. То есть, к примеру, теперь если у вас рарные треснутые часы, вам нужен варден рарный или выше. Хорошее нововведение, лично мне оно нравится, я бы еще забалансил это все, но думаю, в будущем еще много изменений увидим по этим треснутым часам. Добавили новые бонусные броски крафта, качество серые, зеленые, синие, в общем, новые роллы. И также новые голдовые бонусные добавили, но некоторые, как я понял, еще не ввели, их просто видим, и все. Увеличена продолжительность изготовления космических средств более высокой редкости, крафт теперь дольше, увы. Ну и в целом визуально много изменений, всех перечислять вообще не вижу смысла. Скажу так, улучшили визуальную игру, сделали красивые тени, инвентарь, мини-карту, улучшили и так далее. Ну и подходим к концу, исправления ошибок. Тут также хочу остановиться и сказать о розыгрыше специальном для тех, кто все это время с нами и кто использует креатор-код Архангел в OpenLoot. Что делать для того, чтобы участвовать в нем? У себя в профиле добавить Архангел ник, вот так, для использования кодов, и написать в комментариях свой OpenLoot никнейм. Ну и добавить, что вам понравилось в новом патче.
Будет 3 победителя в 15, 30 и 50 USDC. И дальше вернемся к патчу. И также пройдусь по самым важным ошибкам, которые были исправлены. Исправлена редкая ошибка, которая могла привести к сбросу ранга игрока и состоянию квеста. О да, мы с этим сталкивались, полностью сбрасывался персонаж и приходилось заново прокачиваться. Супер мерзкая ошибка, теперь ее исправили. Исправлены слоты для снаряжения, которые отображались красным для обозначения «невозможно экипировать», хотя на самом деле снаряжение можно было надеть. Да, и такое было. Исправлена ошибка, из-за которой Chain Heal могло исцелять союзников, на которых на самом деле не было направлено. Да, это супер поломанный навык был, которым приходилось как-то криво бока целиться, чтобы он работал. Исправлена ошибка, из-за которой выбор неограниченной частоты кадров по-прежнему ограничивал частоту кадров, то есть теперь можем играть выше 144 FPS. И также исправлена способность жертвования ДБНО, которая не оживляла союзников рядом с игроком, использующим ее. И в общем, там еще много разных ошибок было исправлено. Это все можете более подробно прочитать в медиуме, ссылку оставлю в описании. Кому ролик был полезен, ставим лайк, подписываемся на канал. И самое главное, хочу пожелать всем мирного неба над головой. И всем пока-пока.